Я вас приветствую на своем канале. С вами Валентина. Готовим хлеб ржаной. Нам понадобится 2 стакана теплой воды, 1 стакан вливаю, 7 грамм сухих дрожжей, но у меня живые дрожжи. Здесь есть пометка по 25 грамм, беру 10 грамм. Так визуально делю пачечку. Я сейчас покрошу и растворим дрожжи. Добавим 2 столовых ложки сахара, 1 чайную ложку соли без горки. Добавляем еще 1 стакан воды теплой, но не горячей. Иначе вы сварите дрожжи, и у вас тесто не поднимется. Если вы нальете холодную воду, тесто ваше будет очень долго подниматься. И добавляем 2 стакана ржаной муки и 2 стакана пшеничной муки. Муку желательно просеять. Страны у меня по 200 грамм обыкновенные граненые. Всыпали 2 стакана, перемешаем. Теперь в ход идет пшеничная мука. Решила добавить льняное семя. Добавляю 2 горсточки. И у меня есть семя подсолнуха, тоже решила добавить. Ну а теперь замешиваем тесто. Семена не обязательно класть, хлеб он и так вкусный у нас будет. Тесто у нас получается жидковатое. Вы можете немножко добавить муки, но ржаная мука, она практически не содержит клейковины. У вас тесто такое и будет жидковатое. Тесто замесили, накрываем крышкой, чем-нибудь укрываем и ставим в теплое место. Иногда понадобится полчаса для подъема, а иногда и 2, и 3 часа. Ждем, когда дрожжи наши начнут работать, и тесто увеличится в объеме в 2-3 раза. Тесто наше хорошо подошло, увеличилось в объеме. Сюда я добавляю совсем немного, наверное, 2 столовых ложки растительного масла. Руку смочу в масле и обминаем. Нам нужно его хорошо помять, чтобы оно у нас осело. Выпекать буду в такой сковороде. Здесь высота примерно 10 сантиметров. Постелила пергаментную бумагу. Вот эти хвостики я сейчас отрезаю. Нам не нужны они. Можно также на противне вы стелите пергаментную бумагу и выкладываете тесто. Сформировали хлеб, какой вы хотите, батоны или как буханочка. Низ слегка присыпаю мукой, выкладываю тесто. Тесто с вами выложили, но верх у нас не такой красивый. Я смочила руки растительным маслом. Можно это сделать и водой. Слегка вот так и его подровняю. Чем-нибудь мы накрываем и ставим еще подниматься. Ржаное тесто лучше делать вот так вот горочкой. Когда будет подниматься, оно и так жидковатое, оно и у вас еще расползется. Верх слегка присыплю мукой, совсем немножечко. Сделаем надрезики примерно 0,5-1 сантиметр. Но надрезики можно сделать и когда тесто поднимется. Накрываем крышкой и подо что-то теплое и оставляем подниматься, ну, примерно на 20 минут. Тесто для хлеба уже поднялось. Немножечко ножик смочила растительным маслом. Еще немножечко сделаю, подровняю разрезики и ставим выпекаться. Температура 180-183 градуса, примерно от полчаса до 50 минут. Смотрите, это все зависит от плиты, от вашей формы. Если у вас хорошо подошло тесто, ставим в разогретую духовку. Но если вы видите, что тесту бы еще немножечко подняться, я всегда в таком случае ставлю в холодную духовку, и в процессе, когда духовка разогревается, наше тесто поднимается. Вот и все, хлеб готов. Простоял он у меня 40 минут, но он мягкий, без хрустящей корочки, отлично вынимается. Видите? Получился он не такой пышный, как хотелось, но давайте отрежем и посмотрим, что у нас тут. Все отлично. Мягкий, и посмотрите, он отпружинивает и возвращается в свою форму.
В хлебе видно семя льна и подсолнухи. Ну, на этом все. Вы пишите в комментариях. Заходите в гости, подписывайтесь на канал, присылайте смайлики. С вами Валентина. Рецепт будет в описании. Пока-пока.